игрой, о которой сегодня пойдет речь, у меня сложились очень неоднозначные отношения. Дело в том, что Pitfall The Mayan Adventure проходится примерно за час обычно, ну плюс-минус 10-15 минут при определенных навыках, естественно. Но я проходил эту игру 15 лет. И вот почему так произошло, а главное, стоило ли это того, именно об этом я и хочу сегодня вам рассказать. Привет, Ребза, продолжается наше непростое время, я очень надеюсь, что вы себя бережете. Ну а для того, чтобы вам было немножко веселее и комфортнее проводить это время, я решил рассказать вам одну историю. И вот видите, я тут создал нужный антураж, положил разных вещей, поставил красивую лампу. И сейчас еще надо на фон добавить звуки кресла-качалки для того, чтобы мы уже полностью погрузились в дела дней давно минувших. А началось все, наверное, в году 95-96, и я уже будучи, не совсем ребенком, да, скорее подростком, отдыхал в деревне у бабушки в Беларуси. И, как водится, в деревне у меня был друг, который был на пару лет старше меня, звали его Сережа. И, кстати, важный момент, наши родители, они тоже между собой дружили. И что могут делать в деревне подростки по вечерам, когда уже время сидеть дома? Естественно, играть в компьютерные игры. И мы тогда играли в Денди, а точнее, насколько я помню, у него была черная Сюбор. И было у нас всего пара картриджей, это был сборник типа 999 в одном, на котором, вы сами понимаете, ничего интересного уже для нас не могло быть. И был еще картридж, 2 игры в одном, там был хак игры Супер Контра под названием Черный Плащ 2, довольно известная штука, да. И была игра Last Action Hero, за которой мы сидели довольно долго, но, по-моему, так ее и не прошли. Уж очень она какой-то была странной и, мне кажется, еще сильно недоработанной. И вообще она, честно говоря, не особо мне и нравилась. И вообще надо сказать, что все эти 8-битные игры для меня уже на тот момент были каким-то пройденным этапом, потому что в Москве дома меня ждала моя любимая Sega Mega Drive 16-битная. И, естественно, об этой Сеге я прожужжал все уши Сереге во времена наших игровых сессий, мол, там и графика, и музыка, и вообще там игры гораздо круче, и, мол, обязательно тебе надо это дело заценить, потому что он до этого момента еще не знал, что такое Sega. И так случилось, что под конец лета, когда мне уже понадобилось ехать домой, Сереге с его родителями тоже понадобилось ехать в Москву, они там должны были остановиться на несколько дней, и, естественно, они должны были остановиться у нас. И это был прекрасный повод показать Сереге, что же такое эта заветная Sega Mega Drive. И я даже уломал каким-то образом родителей, не заезжая еще домой, заскочить в магазин на Щелковской, чтобы купить еще какой-нибудь новый картридж. Мол, надо же нам с Серегой во что-то новенькое поиграть. И, как водится, выбор, конечно, был мучительный, потому что денег-то было всего на один картридж, хотя это был уже большой праздник. Но все-таки выбрать что-то одно из множества — это всегда большая трудность. Но выбор пал именно вот на эту игру. Естественно, это был не лицензионный полнокомплектный картридж для Сеги, это была обычная пиратка, тоже в большом боксе, но все-таки пиратский. Но, естественно, я тогда об этом вообще понятия не имел. Для меня была игра и игра. И как она выглядела, вообще для меня было особо и не важно. И купили мы Pitfall, приехали домой. Я, естественно, первым же делом побежал включать свою родную Сегу, по которой я уже изрядно соскучился. И каково было мое удивление, сменяющееся какой-то просто безграничной обидой, когда вдруг я увидел, что моя родная дорогая Sega не включается. И причина была такова, что когда я был в деревне у бабушки, моя родная сестра, которая была старше меня, дала поиграть в мою Сегу своим друзьям, которые ее благополучно и сломали. И в итоге Серега так и уехал, не поиграв в эту Сегу, про которую я столько ему рассказывал. Мы вообще тогда ни во что не играли, потому что Денди у меня уже тоже не осталось, я уже ее отдал двоюродной сестре. А друзья моей родной сестры, которые приставку сломали, забрали мою Сегу, обещали починить. Несколько раз это делали, приносили. И она либо работала буквально 5 минут и снова не включалась, либо она просто не включалась опять. Но однажды такие страдания увенчались успехом. Это было, наверное, через несколько месяцев после этого инцидента. И моя Сега включилась и продолжила работать. И я наконец-таки смог запустить Pitfall The Mayan Adventure, так сказать, дорвался наконец до игры, которую купил уже несколько месяцев назад. То есть игра для меня была действительно каким-то вожделенным предметом, я очень хотел в нее поиграть, поэтому я, конечно, с большим кайфом ее запустил. И каково же было мое впечатление?
Первые же секунды показывали завязку сюжета, который тут просто для галочки. Главный герой, которого, как я выяснил, зовут Гарри, забегает в пещеру, а следом появляется тень его отца в шляпе. И еще одна тень, руки, которая похищает отца. Ну и, разумеется, Гарри теперь предстояло его разыскать. Еще мне всегда нравилась вот эта заставка, и особенно как трескается и осыпается камень. Тогда мне показалось, что это сделано очень круто. А в самой же игре, которая начинается прямо сразу после нажатия кнопки «Старт», первое, что меня смутило, это управление. Я всегда любил, чтобы прыжок был на кнопке «С». Тут же игра автоматом располагала прыжок на «Б». И я, разумеется, поменял управление. И менял его всегда после этого. Но это, разумеется, все нюансы. И на самом деле, когда я начал играть в эту игру, она мне, конечно, очень понравилась. Мало того, что я увидел реально крутую графику, так еще и анимация была шикарной. И даже сейчас она, мне кажется, уж точно не хуже, чем в знаменитом «Аладдине». А в чем-то даже и лучше. Во-первых, сам Гарри двигался очень плавно и красиво. А во-вторых, также плавно двигалось и все вокруг. Вообще джунгли в игре мне показались очень живыми. Но особенно я офигел буквально через несколько минут, когда начал лазить по разным лианам. Персонаж уж очень круто и плавно по ним передвигался. А вот на этих, как я их назвал, соплях, ну на самом деле это, конечно, не сопли, это, наверное, смола или каучук, что-то в этом духе пытались, наверное, сделать разработчики. Так вот, на этих соплях я в прямом смысле подзавис. Столько анимации и такого качества для одного действия я до этого не видел никогда. Там даже сделали какую-то перспективу. У этого героя даже ноги как будто приближались к камере и становились визуально больше в какой-то момент. И такие вещи тут, кстати, не один раз повторяются. Ну и разумеется, когда ты только начинаешь осваивать какую-то новую игру, у тебя всегда возникают проблемы на первом боссе. И тут в первом же уровне такой босс есть, несмотря на то, что в самой игре боссов не так уж и много. И этого ягуара я сейчас, конечно, убиваю вообще без проблем, но тогда он мне нервы помотал. А потом я увидел второй уровень игры, и он мне очень запомнился и очень понравился. И сейчас поймете почему. Во-первых, надо сказать, что мы называли его водопад Ксибалба. Так вроде бы называется этот уровень. Но потом я, конечно, узнал, что правильно говорить водопад Шибальба. И Шибальба у древних майя это слово, которое обозначает, условно говоря, ад, да? То есть можно назвать этот водопад адским водопадом. Ну какой же он адский, вы только посмотрите, какая 16-битная красота творится на экране. Вообще весь уровень был неимоверно красив, светлый, яркий. Таких в игре мало. Pitfall игра довольно темная и мрачная, но этот водопад меня просто завораживал. Я вглядывался в него и не понимал, как он сделан, но выглядело очень эффектно. Кстати, уже значительно позже я сравнивал, как выглядит водопад в версии для Super Nintendo, и могу сказать, что сеговский вариант мне нравится больше. Какой-то он более серьезный, что ли. А на SNES, ну, какой-то более мультяшный. Ну и в целом, как я уже сказал, весь уровень, ну, очень красив. Ну а после него был уровень в шахтах с вагонетками, которые надо периодически толкать. И еще с кучей мелких, плохо видимых на экране врагов. В этом уровне мне очень запомнился момент, где надо нажимать рычаги в соответствии той последовательности, которую показывают. Особых проблем эта задачка никогда не вызывала у меня, но играть всегда было интересно. Главный приз там, кстати, жизнь. Еще на этом уровне в первый раз встречается дверь с паутиной. По незнанию я тратил на нее много времени. Бил, кидал камнями, пока она не рвалась. Но на деле надо было просто зажать кнопку броска камня, чтобы Гарри сделал один мощный бросок. И еще тут есть забавная анимация, когда ты разгоняешься на тележке, а потом бьешься о стену. Я всегда представлял, как должно быть больно сейчас этому бедняге. Ну а следующий уровень, который мне всегда очень нравился, назывался Lost City of Kapan. И он точно нам давал понять, где мы находимся. Конечно, вся игра давала нам понять, что действие происходит где-то там, в Центральной Америке, но тут была конкретная географическая точка – Капан. И потом уже я узнал, что Капан – это древний город и одна из крупнейших археологических находок, и что находится он сейчас на территории Гондураса. Но тогда для меня это был просто один крутой и очень атмосферный уровень. Я всегда на самом деле любил какие-то древние города, монументы, заброшенные постройки, и тут уровень доставлял мне огромное наслаждение. Но одной из главных фишек его является момент практически в начале уровня, где ты видишь какого-то странного пиксельного скорпиона, убиваешь его в недоумении и заходишь в дверь, которая ведет к порталу.
переносящему вообще в другую игру. И подобных отсылок до игры в Pitfall я вообще никогда не встречал. Да я и не знал тогда, что это вообще за дичь творится на экране. И хоть я и узнавал какие-то элементы игры, лианы, зыбучие пески и тому подобное, я и понятия не имел, что играю сейчас по сути в самую первую игру серии, которая выходила аж в 1982 на Atari 2600. И я даже потом прочитал, что это вообще чуть ли не первый платформер в истории, и я могу здесь только сказать большое спасибо разработчикам за то, что вот таким образом познакомили меня с такой классикой. А еще на этом уровне есть такое место, я туда никогда не мог попасть. Там висят крюки сверху, за которые можно зацепиться. И есть еще отверстие в полу, вроде как проход выше, но Гарри до туда просто не допрыгивает. И какие бы я прохождения ни смотрел, никто никогда туда не может попасть, никто никогда даже туда не ходит. Единственное, что я знаю про это место, что там располагаются 3 жизни сразу, но как туда попасть, я, повторюсь, не знаю. А про жизни я узнал, откуда вы думали, именно вот из этого вот журнала. В номере 18.2 журнала Video Asdendi, о котором, если кто-то вдруг не знает, на моем канале есть целый фильм, на странице 28 можно найти полную схему уровня. И она, конечно, достаточно темная, и о том, почему так происходило, вы тоже, кстати, можете узнать из фильма, о котором я упомянул, но на ней вполне можно разглядеть заветный угол с 3 золотыми статуэтками Гарри. К слову, как до них добраться, тут тоже не объясняется. А следующий уровень уже называется Храм города Капан, и с одной стороны я этот уровень очень недолюбливаю, а с другой стороны я его действительно обожаю. Недолюбливаю я его за то, что он очень уж темный, да и к тому же зараза сложный. Тут куча всяких ловушек, ям и мест, в которых можно очень быстро погибнуть. Но с другой стороны тут просто невероятная мрачная атмосфера и очень уж классная музыка, правда не менее мрачная, чем сам уровень. А еще меня всегда поражало, как сделаны вот эти огненные шары и как анимировано пламя на них. Огонь действительно в игре сделан так, что и тут на него можно смотреть вечно. К тому же тут опять встречается момент с рычагами и порядком их переключения, а я это люблю. Ну и, конечно, самый пик — это каменное колесо в конце уровня. Со временем я, разумеется, научился его проходить, но поначалу я просто ненавидел этот момент, стабильно терял там пару жизней. В общем, уровень, конечно, лишним точно не назовешь, он все-таки нагоняет жути, что называется. А вот следующий уровень я уж точно с самого начала не взлюбил ни по каким параметрам, несмотря на то, что он тоже довольно мрачный. Это снова джунгли, но теперь глубокой ночью. Очень плохо все видно, тут довольно сложно пробираться к его выходу. И не то чтобы он вызывал у меня всегда какие-то проблемы, но я никогда не хотел тут задерживаться и исследовать этот уровень досконально. Всегда стремился пройти его побыстрее. И очень хорошо, что уровень этот короткий. Но вот зато следующий этап — это просто настоящее пиршество для глаз геймера того времени. И я точно так же всегда от него кайфовал, как и от уровня с водопадом. Потому что, во-первых, тут опять водопад, а во-вторых, еще и просто вода. Причем также очень красиво сделано. А еще меня всегда впечатляли классно нарисованные крокодилы, которые тут и просто выглядывали и даже выпрыгивали иногда из воды. А еще классный момент: если ты падаешь в воду, то крокодил тут же ныряет за тобой, буквально на секунду показывая свой хвост. И, конечно, меня всегда впечатлял вот этот момент с соплей, когда Гарри с брызгами погружался на время под воду. Ну, сами посмотрите, разве не здорово это сделано? И, кстати, этот уровень тоже был не длинный, я научился его проходить довольно быстро, но, к сожалению, на долгие-долгие-долгие годы этот уровень в игре стал для меня последним. И я сейчас объясню почему. Я доходил до конца уровня, мне показывали карту и переход на следующий уровень. Потом его начало, где Гарри сам по себе бежал вперед, и в этот момент им управлять я не мог. И он добегал до тележки, на которую, вероятно, надо было запрыгнуть, и в этот момент не происходило больше ничего. Он просто останавливался, играла фоновая музыка, и из всех кнопок работала только одна — старт. То есть я мог либо переключить дополнительное оружие, камни, взрывчатку или бумеранг, или нажать паузу, если держать кнопку старт чуть дольше. И на этом вот мои полномочия, что называется, и заканчивались. И вот представьте негодование геймера того времени. Это один из всего лишь нескольких картриджей, которые у тебя есть. И эта игра очень нравится, и ты в нее играешь с удовольствием. Проходишь ее. Мало того, что еще я долго не мог до этого в нее поиграть, да? И тут
происходит такое. И игра даже вроде бы и не зависает, потому что играет музыка, и Гарри двигается на экране, да, и что-то даже нажимается, но опять же ничего не происходит, дальше пройти невозможно. И только однажды, когда я уже предпринял, наверное, несколько десятков попыток пройти эту игру, и конкретно это место, почему-то все сработало, и я увидел продолжение. Гарри запрыгнул на вагонетку и понесся по туннелю. Разумеется, к такому я готов не был, быстро потерял жизнь, и Гарри снова появился в начале уровня в парализованном виде. И сколько бы раз потом я не пытался проходить еще эту игру, все оставалось по-прежнему. И это сейчас можно было бы, например, найти другой ROM, если вы играете на эмуляторе, или хотя бы просто заказать где-нибудь другой картридж в каком-нибудь интернет-магазине, благо они сейчас недорогие, да, или найти его где-нибудь по частным объявлениям. Но тогда, вы понимаете, это был довольно редкий картридж, и его не было ни у кого из моих друзей. И если бы я даже захотел снова потратить родительские деньги опять на ту же самую игру, что, сами понимаете, вряд ли, да, то не так-то просто его было найти даже в магазине. Поэтому так и осталась эта игра мною не пройденная до того самого времени, пока я не перестал играть в свою Сегу. А это еще было, наверное, пару лет. И так я и забыл про эту игру аж до 2011 года, пока не поехал отдыхать в Таиланд, взяв с собой мой ноутбук, предварительно закинув туда кучу разных ромов, эмуляторов, в надежде поиграть там в свои любимые игры, в том числе и Pitfall. Я взял с собой и свой геймпад для того, чтобы мне было комфортно играть. И, как обычно, поменяв управление в этой игре, я снова попытался ее пройти в надежде, что уж ROM-то точно не будет таким глючным, думая, что проблема была именно в картридже. Но, как вы понимаете, это не помогло. Гарри снова замирал на месте, и ничего с этим невозможно было поделать. При этом к этому моменту я уже видел в интернете прохождение этой игры, и я знал, что она проходится, но я никак не мог ее пройти, я не понимал, в чем дело. И с этим вопросом я заглянул на форум GBX, где завсегдатый этого форума под ником Аник пояснил мне следующее. Там глюк, насколько я помню, был в том, что раскладку управления нельзя было менять. То есть дефолтным управлением уровень с вагонеткой нормально проходился. У меня было 3 карика, 2 пиратки и 1 родной. Глюк был на всех. Обидно только, что дефолтное управление неудобное. Там прыжок на Б был, Genesis. И вот тут я, конечно, охренел. Я всю свою жизнь не мог пройти одну из своих любимых игр, которая мне действительно очень нравилась. По той причине, что я постоянно менял управление таким образом, чтобы кнопка прыжка была на C, так как удобно мне. Вот такие дела. Разумеется, я сразу же попытался пройти игру снова, но оказалось, что она не такая уж и простая. И если все уровни до злосчастных вагонеток у меня уже, что называется, отскакивали от зубов, то неизведанную часть игры мне пришлось постигать с нуля, включая и эту поездку на вагонетках. Но если посмотреть на ситуацию с другой стороны, то я как будто бы получил продолжение одной из своих любимых игр, и это продолжение было ничуть не хуже, чем первая часть. Ну, за исключением, наверное, концовки, но об этом мы еще поговорим немножко попозже. Я снова радовался тому, что вижу, но уже имея огромный игровой опыт. Например, мне очень понравились вот эти зубастые духи, а точнее их анимация. Да и сам этап был интересный, напоминал уровень на ковре в Аладдине, только тут движение происходило справа налево. А вот следующий уровень, конечно, был уже сильно похож на уровень с развалинами города Капан, но теперь это был город Тикаль, по крайней мере, так следует из названия уровня. Тикаль — это тоже вполне реальное древнее городище, находится он в Гватемале, и в отличие от игры, хоть и похож внешне на Капан, но выглядит гораздо внушительнее, да и построек там сохранилось побольше. А в игре из основных отличий этих двух городов цветовая палитра. В остальном примерно то же самое. А еще тут есть необычный босс, Ягуар-оборотень. Кстати, совсем непростой, но зато внушительно выглядящий. Мне кажется, что они сделали такого босса, исходя из того, что главной постройкой Тикали является вот этот храм, который носит название Большой Ягуар. А еще этот босс может буквально разрезать на куски Гарри своими когтями, причем одним ударом. И когда я впервые это увидел, я тоже немножко прифигел, потому что, игра хоть и выглядела довольно мрачно, но до этого каких-то кровавых смертей в ней не наблюдалось. А тут такое фаталити, да? А вот следующий уровень — это был уже храм города Тикаль, и он тоже напоминал храм города Капан.
но там появились еще некоторые очень прикольно анимированные объекты. Я имею в виду вот такие шипастые шары. Посмотрите, как круто их прорисовали разработчики. По факту же они могли сделать пару кадров анимации, и игра бы от этого не сильно потеряла. Но они постарались, и смотреть на такое в старых играх на маломощных консолях одно заглядение. Этот уровень тоже, кстати, сложный, и опять же, тут играет очень красивая мрачная музыка. Ну а следующий уровень в игре, это, в общем-то, уже даже и не уровень. Называется он «Дух воина», и это, да, финальный босс. Честно говоря, я когда впервые его увидел, немного разочаровался. Он сильно отличался по качеству своей анимации. Вернее, в его движениях использовался какой-то другой принцип, в отличие от всего остального в игре. Давайте я вам сейчас вкратце поясню, что я имею в виду. Вот перед нами пример классической рисованной анимации. Она так хорошо выглядит, потому что каждый кадр тут нарисован отдельно. Это долгий и кропотливый труд. А вот пример так называемой перекладки. Анимации, где объект нарисован по частям, и его движение на экране достигается тем, что элементы объекта перекладываются или двигаются с места на место для каждого кадра. Согласитесь, что классическая анимация предстает в гораздо более выгодном свете. Вот и тут мне показалось, что финального босса анимировать должным образом поленились, хотя бороться с ним довольно интересно. И он, гад, еще какой сложный. Лучшая тактика для него, как я впоследствии догадался, это накопить побольше взрывчатки, ну а потом уже добить тем, что останется. Правда, это тоже будет непросто, потому что попадать ему надо исключительно в голову. Ну а после победы над ним я увидел то самое, к чему шел 15 лет, то есть концовку игры. Первые секунды концовки выглядят, в общем-то, хорошо. Гарри бежит по древним руинам к жертвенному столбу с привязанным к нему отцом. Оборачивается и видит это. Да, к камню привязан тот самый герой из первого Питфалла для Atari 2600. И технически, конечно, можно его назвать отцом Гарри, да, ну, по крайней мере, прародителем. Но я-то ожидал увидеть что-то другое. Игра всю дорогу была какой-то более-менее серьезной, да, с крутой анимацией и с претензией на какую-то мрачность. И тут я увидел этого персонажа, и для меня это выглядело как какой-то троллинг на самом деле. Даже в начальной кат-сцене тень отца — это явно тень человека в шляпе, вроде как нормального человека. А тут такое. А следующий экран — это тоже то еще издевательство. Две кривые фигуры, глядя на которые даже непонятно, кто из них Гарри. Ну разве что откуда-то взявшаяся шляпа на что-то намекает. И не менее кривая анимация, всего лишь в несколько шагов, после чего все замирает и начинаются титры. А если в течение игры еще не полениться и найти все буквы, из которых собирается название игры, можно увидеть надпись, говорящую о том, что сейчас самое время сфотографироваться, чтобы иметь доказательство того, что ты крут. Короче, согласитесь, что это какой-то полный бред. Особенно представьте, каково было мне после стольких лет мучений, после всего, через что мне пришлось пройти. Я прошел тут, без сомнений, очень крутую игру, действительно очень крутую игру, но получил, наверное, одну из худших концовок в истории видеоигр. По крайней мере, я считаю ее таковой. И такого я, конечно, не ожидал. Я ожидал увидеть, ну, что-то более-менее стандартное, пару красивых картинок. Таких концовок было довольно много в эпоху 16-битных игр. И я бы, в общем-то, был бы доволен. Но я увидел вот это. И я бы мог, конечно, вам рассказать сейчас, что примерно я хотел увидеть. Но я подумал, а чего я буду вам рассказывать? Давайте я просто нарисую. И поэтому я взял и нарисовал свою собственную концовку к игре Pitfall, которая бы меня устроила, для того, чтобы сейчас презентовать ее вам. Поэтому присаживайтесь, можно сказать, премьера. Нормальная, на мой взгляд, ну не гениальная, но нормальная концовка игры Pitfall. Как видите, ничего сверхъестественного, всего лишь несколько картинок, но меня этот вариант бы вполне устроил. После тех 15 лет, после той кучи попыток, которые я предпринял, чтобы пройти эту игру, меня вполне бы устроила совершенно стандартная сеговская концовка. Такая, которые были очень у многих игр.
но, к сожалению, я получил то, что получил. И если бы не этот момент, то, скорее всего, я эту игру считал бы шедевром. Да, в общем-то, и так я считаю ее, близкой к этому. Но, к сожалению, у нее есть вот такие недостатки. Это ужаснейшая, совершенно нелепая концовка, на которую у разработчиков, судя по всему, просто не хватило силы и энергии, может быть, времени, я не знаю чего. Точно так же, как и не хватило у них сил, энергии и времени на нормальную отладку игры. По крайней мере, если ты меняешь управление так, как удобно тебе. И вот если бы не эти нюансы, то игра, конечно, была бы шедевром. А так, к сожалению, назвать ее таковой не могу, хотя она, как я уже говорил, безусловно, очень крутая. Но все-таки жаль, что серия уже давно забыта, хотя у нее были все шансы. «Майянские приключения» выходила на куче консолей. Версия для 32X получила лучшую картинку, кстати, плюс на более мощных консолях была и другая музыка. Выходил даже порт на портативную Game Boy Advance, хоть и не лучшего качества. Зато на этой платформе выходила симпатичная Pitfall The Lost Expedition, портативная версия более навороченной игры, выходившей на консолях шестого поколения PS2, GameCube и Xbox. Да и вообще игр в серии было не так уж и мало, но, к сожалению, последняя вышла аж в 2008 году, да и то вышло тихо и не особо заметно. А жаль, возможно, если бы за возрождение серии взялась бы талантливая команда разработчиков, мы бы сейчас имели не два главных конкурента в жанре приключенческих игр, я, естественно, имею в виду Tomb Raider и Uncharted, а троих игроков на этом рынке. Тем более, что Pitfall была самой, что ни на есть, прародительницей этого жанра. И вот на этой ноте я, пожалуй, с вами и буду прощаться. Я очень надеюсь, что этот ролик вам понравился, надеюсь, что вам было интересно. Возможно, вы узнали что-то новое, либо просто вспомнили про хорошую игру. И я, разумеется, знаю, что вы знаете, что делать с этим видео, если оно вам понравилось. Все вот эти ютубовские ритуалы, они, конечно, работают, они помогают. В любом случае, как бы там ни было, проявляйте активность и, главное, берегите себя, берегите своих близких. Обязательно все будет хорошо и обязательно мы скоро увидимся вновь. И на этом все. Пока. Небольшое дополнение. Дело в том, что пока готовился этот ролик, я все-таки нашел разгадку к той тайне, о которой рассказывал вам где-то в середине выпуска. Вот в этом месте, видимо, спрятан красный перец, который мы не видим. Благодаря этому перцу Гарри может какое-то время очень высоко прыгать и достать таки вот эти самые заветные жизни. Ну а теперь уже точно все. Пока.